Всем привет! Сегодня, как и обычно по выходным, хочу порадовать своих близких чем-нибудь вкусненьким. Вот решила приготовить пирожки с капустой, но не обычные, а молдавские. Это очень вкусное хрустящее тесто с начинкой из капусты и яиц. Как видите, набор продуктов минимальный, самый простой. Вода, растительное масло, соль и мука. Это тесто. Давайте мы сразу замесим тесто, а потом я вам покажу, как я буду делать начинку. Нам потребуется 250 мл воды, стакан растительного масла. Давайте мы сейчас вот в воде перемешаем соль. Чайная ложка соли здесь. Растворяем соль, перемешиваем. Теперь добавляем 1 стакан растительного масла. Также 250 миллилитров. С таким тестом можно сделать и пироги со сладкой начинкой. С яблочной, например. Но так как все-таки в тесте нет сахара вообще, мне кажется, что начинка мясная, не сладкая, больше подходит. Овощная, ну, в общем, что-то такое. И теперь в нашу воду с маслом я добавляю 4 стакана муки. Так, 4 стакана муки. Перемешиваем тесто. Оно у вас получится очень эластичное, оно не будет липнуть к рукам. Хорошо вымешиваем тесто. Кому удобно, можете это делать на столе. Сначала добавляете муку, высыпаете горкой, делаете углубление и туда выливаете уже жидкие продукты в серединку. И вымешиваете. Я больше люблю это делать в миске, мне так удобнее. Тесто вымешиваем до однородности. Смотрите, оно совершенно не липнет к рукам. Но нужно еще вымесить, чтобы не было вот таких вот такой рыхлости в нем, чтобы оно было более связанное и эластичное. После того, как мы тесто вымесим, мы его накроем пленкой и поставим в холодильник на 20 минут. За это время мы с вами сделаем начинку. Я сейчас просто переложу его в пакет. Смотрите, оно вообще не прилипает, абсолютно чистая миска. Работать с ним очень легко, очень просто и быстро. Совершенно элементарный рецепт. Вот я его завязала и убираю в холодильник на 20 минут. Так, теперь приступаем к начинке. Я уже обжарила капусту, потому что она должна остыть. Просто возьмете капусту, я взяла около килограмма, нашинкуете ее как на щи, как на соленую капусту, добавляете сюда 1 луковицу и обжариваете на смеси растительного и сливочного масла. Сначала вы обжариваете на растительном, и когда почти капуста готова, добавляете кусочек сливочного масла, примерно столовую ложку. Вот капуста у нас обжарилась. Она красивого золотистого цвета. Соль, перец по вкусу. И сюда мы сейчас отварили 5 яиц. Я их порублю и добавлю сюда же. Если у вас есть зеленый лук, можно вместо обычного лука добавить зеленый. То есть вы обжариваете капусту без лука, без репчатого. И потом добавляете сюда просто зеленый лук сырой. Тоже получится очень вкусно, уверяю вас. У меня просто его не было, поэтому пришлось сделать по стандартному рецепту. Я яйца даже буду не рубить, а просто разминать вилкой. Прям на доске. Я вот так помну яйца.
И отправляем все это к капусте. Все хорошо перемешиваем, пробуем на соль, на перец. И, в общем-то, наша начинка готова. Нам осталось подождать немножко, пока тесто полностью остынет в холодильнике. Лучше для теста брать прям ледяную воду. Оно быстрее тогда придет в ту консистенцию, которая нам нужна. Но для удобства все-таки, чтобы соль быстрее растворилась, то можно взять комнатной температуры. Ну вот, наша начинка готова. Ждем теста и приступаем к формированию пирожков. Итак, тесто наше готово. Оно отстояло 20 минут в холодильнике. Начинка готова. Я напоминаю, что мы здесь смешали капусту, яйца, обжаренный лук, соль, перец по вкусу. Теперь я вам покажу, как же будем делать пирожки, формировать. От теста мы отрываем вот такие шарики. Они маленькие. Смотрите. Вот по сравнению с рукой, вот прям меньше ладошки. Вот катаем такие шарики. Делаем заготовки. Тесто уже эластичное стало, как видите. Оно не такое рыхлое, как было, как мякоть у хлеба. Из этого маленького кусочка теста у вас получится очень много пирожков. Я думаю, что вот 2 лотка точно. Я делала сейчас двойную норму. Как правило, стандартный рецепт идет на полстакана воды и на полстакана растительного масла. И из них получается где-то 15 пирожков. Я делаю это обычно как раз в 2 раза больше. Не делайте слишком большие заготовки, вот эти пышечки, потому что мы их будем раскатывать очень-очень тонко. И нам совсем не нужно, чтобы они были вот такие вот длинные, потому что они будут дольше пропекаться. Значит, должно вот из этого количества получиться примерно 30 пирожков. Если у вас получается меньше, значит, вы делаете большие пышки. Их надо сделать поменьше. Теперь мы берем наш шарик, переложу. Берем наш шарик и раскатываем его в овал. То есть мы делаем, в принципе, движение только вверх и вниз. По ширине оно достаточно и так. Вот такое тоненькое тесто получается. Приблизительно полсантиметра. Оно прекрасно раскатывается. Оно не липнет ни к столу, ни к скалке. Сейчас мы кладем с вами ложечку начинки. Очень много начинки класть не стоит. Заворачиваем сначала края. Вот так. И теперь закатываем вот такой пирожок у нас получился. Как трубочка. Они закрыты со всех сторон. Начинка нигде не выпадет. Не порвется тесто. И вот такие вот колбаски мы с вами делаем из всех наших шариков. Как вы видите, все очень просто, начиная от теста и заканчивая обжаркой.
Они у вас не будут подниматься на противник во время выпекания, поэтому их сильно далеко друг от друга нет смысла выкладывать. Начинки приблизительно половина столовой ложки. Больше класть не стоит, потому что тесто может порваться. И так как они, пирожки эти маленькие, вполне достаточно начинки, чтобы была полная гармония вкуса. Итак, наши пирожки готовы. Вот у меня получилось один полный противень и 5 штук еще в маленьком. Сейчас мы ставим это в духовку на 200 градусов на 25-30 минут. Мои пирожки готовы. Они получились хрустящие, как будто из слоеного теста. Внутри сочная начинка. Их получилось много. Готовить их просто с минимальным набором продуктов. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайк. Всем пока!